Тум-тум. Всем привет, меня зовут Кичиген Эдуард, и немножко про скетчинг, про проектирование, про архитектуру и ландшафтный дизайн. Я вот тут подумал, и, может быть, сейчас поделюсь такой штукой. Блин, ведь я всегда мечтал так жить, так, как сейчас происходит. Это невероятно интересно. Потому что и проекты, и скетчинг, и вот то, что я рисую, оно приходит в материальность, приобретает материальные формы. Ты сначала делаешь это в скетчбуке, там немножко драмы, немножко изменений, потом переносишь в модель компьютерную, а потом оно приходит в жизнь. Это же потрясающе. И если это происходит, в одной стране, это очень круто. Если в другой стране, в третьей, в четвертой стране, это совершенно потрясающе. И вдруг до меня дошло, что какая-то у меня удивительная история. Я не понимаю, к чему она идет. Я понимаю, к чему бы я хотел ее вести. Это создание города. Я хочу сделать город. И, в общем, этому уже есть какие-то конкретные шаги, какие-то решения. Вот то, что происходит сейчас, например, в Коммунаре, это вот первые шаги вот в этом направлении. Это дико дерзко, это дико смело, это дико круто. Вот. И фрагменты этого всего вы видите у меня в видео, в сторис, в Инстаграм и везде, в общем, где я присутствую. Поэтому и вот то, что я рассказываю, это следы вот этой деятельности. У меня такой базик итальянский, так как я довольно много там присутствую и практикую, и проверяю это и на российской почве, то, чему там научился, и на почве проектов, которые в других странах. Это, весело, невероятно весело. И делюсь теми фрагментами, которые у меня есть что показать. Сейчас, как обычно, покажу что-то про скетчинг и чуть-чуть покажу про моделирование, проектирование, которое идет у меня сейчас в основном режиме работы. Вот, из полезных штук. Смотрите, для того, чтобы показывать самомасштабность проекта, круто делать таких человечков. И вот эти вот человечки, если вы их делаете, то они определяют самомасштабность всей вот этой ситуации. То есть не нужно отдельно прорисовывать человечков. Зачем? Если вы где-нибудь, в таком быстром режиме, и вам нужно сказать, что там форма дерева примерно вот такая, согласно вашему проекту. Размер такой. Это будет куст. И тут у меня присутствуют человечки, но если бы их не было, то я нарисовал бы, например, вот такую простую загогулину, такую простую структуру, и понятно примерно размерность. Если человечек там 1,65 м, 1,70 м в среднем, то этот куст у меня 3 метра высотой ориентировочно. То, что я хочу о нем сказать. Это быстро, удобно, круто. И очень практично. Потому что времени нет никогда. И вот по рисованию вот этих человечков, смотрите, у меня на YouTube есть открытый курс. Вот я прям всех призываю прошерстить мой YouTube канал. Если нужно прям конкретное пошаговое руководство в рамках обучения скетчингу, то я готовлю курс. Он будет такой на основе моего международного опыта, не маленького, прямо скажем, не маленького. И на основе того, что я там 3 года делал офлайн курсы, вот я думаю, нужно переводить срочно в онлайн, потому что люди приезжали там с разных стран, и чтобы могли там из другой страны дотянуться до вот этой вот графики, которую я продвигаю, итальянская школа скетчинга, практического скетчинга. Так, мои разбредовки, мой workflow, вот эти баночки, там всякие линеры, всякие штуки. Там у меня открыт проект, на котором я работаю. И вот немножко проговорю про вот эту вот штуку. Это делал тоже проект интерьера и такой фрагмент, как будто бы иконостас. Но это не очень русской традиции, потому что много скульптуры. Я думал, каким образом я могу решить этот вопрос. На самом деле, так, честно, я его никак не решил. Он остался в таком концептуальном виде.
но он остался зафиксированный и не дает мне покоя. Я хочу сделать такую штуку. Мне кажется, она красивая. И обратите внимание, что я не прорисовываю детали. Я рисую общие моменты, общие фрагменты, общую импрессию, а выглядит хорошо. Выглядит понятно и проработано. Ну, классно же. Это я в 2019 году рисовал. Ну, вот думаю, проговорю отдельно, потому что раньше я не проговаривал проекты. А проговаривать их, ну, я думаю, что очень необходимо для того, чтобы прям все понятно было. Я рисовал его с размытием чернил. Вот я тоже буду показывать такую технику, и у меня на канале уже много видео, которые показывают эту технику. Смотрите, там листайте вниз, много-много полезного. Сейчас я буду больше ориентироваться на создание курса, чем на создание бесплатных обучающих видео. Поэтому используйте, пожалуйста, тот ресурс, который я уже накопил. Там более 500, по-моему, видосов. По ним очень можно круто взять вот эту всю технику. Ну и такие развлечения в стиле Рембрандта, да, немножко так, немножко вот такие вот штуки, когда там используешь, ну, немножко ядреную тушь, вернее, ядреные чернила, ну, и получается горчичный цвет, горчичный оттенок. Это все маленькие-маленькие фрагменты, которые нарисованы между делом. Ты берешь и между делом делаешь какую-то вот такую вот историю. У тебя есть свободное место в твоем скетчбуке, и ты так тын-тын, ну, человечек с зонтиком. Пам-пам. 2-3 штриха. И про него все понятно. Вот это моя тема. Это моя техника скетчинга. Ну и кому интересно, как вот такой скетчинг переходит в парадную стилистику, как, например, висят мои работы, карты в Михайловском саду в Петербурге у Русского музея, то можно посмотреть тоже. У меня в видосах есть где-то отдельный по этому видео. Ну, такие странные развлечения, странные упражнения про одноточную перспективу. Супер простые, я думаю. Я возьму, нарисую идею дерева, вот она, и буду развивать пространство. Видимо, там я или чего-то дожидался, ну, короче, как-то spend my time делал. Вот так. Я думаю, я простроил вот эту вот лестницу, немножко дорожку простроил сюда, тут лестница опускается вниз, тут она еще опускается вниз. Это все упражнения с перспективой. Такие маленькие, короткие, но супер полезные. Чтобы научиться хорошо мыслить в объемно-пространственной композиции, нужно обязательно делать такие штуки. И это очень-очень сильно развивает и прокачивает мозг. Очень сильно. И остаются следы впечатлений. Вот, например, там, я думал про варианты оформления окна в интерьере для храма Авраамия Болгарского, который сейчас, ну, экстерьер уже приходит в финальную фазу, интерьер мы еще не тронули. Это, блин, большая история. Ну, вот тоже, наверное, по нему сделаю отдельный ролик. Ты смотришь вот так вот и возвращаешься в тот момент и вспоминаешь, что ты думал об этом. Вот, кстати, тоже там зарисовка, фрагменты интерьера. Я не помню, что я собирался этим для себя уяснить, но, в общем, уяснил. Это может быть очень простой скетч. И тут же рядом лежит вот такой вот, более эффектный, более проработанный. Ну, это же потрясающе. Это же потрясающе. Вот. Смотрите в описании к видео, там вот как раз ссылки на все эти плейлисты. Выбирайте свой тематический и, ну, работайте по нему. А потом можно взять мой курс, и вы будете намного более подготовлены и сделаете лучший результат, более хороший. Вот. То есть у меня не только черно-белая графика, но еще вот такие вот сепийные оттенки. Этот эффект вот эти дают, Calligraphy Ink. Они классные. Ну и, конечно, перо, звездочка. То есть вот основные инструменты, которыми я работаю. Вот здесь перерисовывал фрагмент, по-моему, из Венеции. Ну, так, я нормально по Италии побродил, порисовал очень много. Это в Венеции, как же... Не помню, как собор называется, но когда выходишь на площадь Сан-Марко, там справа
вот он находится. И он очень красивый, очень крутой. Ну и видосы у меня из Италии, где я делал проектную графику, тоже смотрите, у меня там на моем канале очень-очень-очень много интересного. Вот, я хотел поделиться этой штукой. И поделиться тем, блин, насколько же это классно. Вот сидеть и работать над этим всем не в рабочке, не в каком-то там стрессе. Ну, архитектура, пейзаж — это всегда много стресса. Но и получать при этом огромное удовольствие. А вот ручная графика, она дает это удовольствие. Ну, прям реально дает. На вот это ну, элемент из проектирования. Вот есть существующий храм, вот он большой, для него я делал проект купола, его уже поставили. И теперь пришла идея, то, что можно расширить вот эту вот существующую форму в храмовый комплекс. То есть я сейчас делаю проект вот этой истории, вот этой и звонницы, колокольни, которая будет подниматься туда. И плюс вот этот весь пейзаж. Там небольшая заморочка, затык. Вот с этим местом произошла, но сейчас я надеюсь, ее по-быстрому решу. Вот, сейчас в работе вот эта вот структура. И она, ну, не просто проектируется, она вытаскивается из культурного контекста. То есть это все построено на элементах и как называется-то по-русски, как это звучит по-русски, стилистики кижей, на тех принципах, которые там использовались, и у нас есть для этого специалисты. Есть специалист, который 5 лет работал в Витославицах на реставрации, то есть вот я там думаю эту проектную историю, он делает мне коррекцию, приводит в чувство и не дает отрваться от правильной дороги. В общем, вот то, во что у меня в России уходит мой контекст. Ну, там в Европе это, конечно, совершенно другие штуки. Совершенно другой подход, совершенно другой стиль. Ну, поэтому я тоже буду делать отдельные видео. Я, соберу, вытащу немножко, как только немножко отдохну, и как сделаю свой видеокурс, я вытащу старые проекты и тоже буду их проговаривать. Ну, старые, те, которые или зависли, потому что у всех была немножко так проблемы, все сидели по домам. Ну, вот. Короче, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я буду продолжать вот эту вот тему, рассказывать про проектирование, про скетчинг, про кайфы скетчинга, про то, как он присутствует в бытийности, про проекты, про жизнь в Италии, и другие страны буду показывать. В общем, интересного у меня очень много. Я раньше что-то скромничал этим делиться, а теперь думаю, почему нет. Видимо, немножко заскучал на самоизоляции. Вот. Ну, теперь буду побольше показывать эту жизнь. Всем чао-чао. Ну, смотрите, там чекайте в описании к видео, там все написано. И ожидайте курс. Скоро будет курс по скетчингу. Скоро его можно будет приобретать. В общем, я сам этого с нетерпением жду, потому что невероятно много информации, и она крутая. Вот. Меня зовут Кичиген Эдуард. Всем чао-чао. Пока.